То есть все надо сортировать, мыть и оставлять. Да. Они моют лотки одноразовые из магазина. Да. Но пока ты все это дело рассортируешь, у тебя все желание пропадет. Батарейку сюда, отдельно батарейку, видите, маленькую батареечку. Но это не просто туалеты, это туалеты, где надо разуться. Нельзя уткам кататься на самокате, на краю парка воняет все-таки говном. Возможности читать книжки у меня практически нет, но я всегда стараюсь что-нибудь слушать в поездках и передвижениях по городу. Сейчас, например, я начал слушать «Золотого теленка» в приложении Storytel. Слушаю в озвучке от актеров Алексея Багдасарова и Алексея Кортнева. Мне очень нравится, и вообще нет ощущения, что это чтение с листа. Наоборот, кажется, что это знакомые в баре за бокальчиком вина рассказывают тебе классную историю, настолько все естественно. И я вот задумался, а насколько вообще сложно озвучивать книги? Не думаю, что очень. По идее, достаточно просто читать с выражением, так как нас в школе учили. Давайте проверим. Я выбрал кусок из «Золотого теленка» как раз по теме моего канала. Сейчас посмотрим, справлюсь ли я с работой чтеца. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того, лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты. Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходом, но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов, и пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов. В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего, и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать. Боже, боже, которого в сущности нет, до чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода. Ну что, как вам? Можно мне книжки озвучивать? Я не очень доволен, но, к счастью, и без меня полно талантливых людей. Так что вам всегда будет что послушать в дороге, во время прогулки или перед сном. Главное помнить, что все эти книги хранятся в приложении Storytel. Ссылку на него я оставлю в описании. Ты хочешь сказать, что если мы сидим на месте для инвалидов в метро, у нас должна быть специальная метка? И куда ты ее прикрепишь? На рюкзак крепится красная табличка с белым крестом обычно. Из этой таблички ты не можешь сидеть на месте для инвалидов? Нет, можно. Но просто ты обязан уступить. То есть ты без ноги, без руки, такое туловище тебя здесь положили, а забыл дома табличку эту, и тебе надо уступить? Нет, все понимают, что ты инвалид, конечно же. Ну окей. Я просто никогда такую табличку не видел. Обычно эта табличка сделана для тех, у кого проблемы с сердцем, то бишь неявная инвалидность. Чтобы люди могли помочь, если этот человек, например, упал или еще что-то произошло. Или он просто встал и никуда не двигается. То бишь, если у него произошел болевой синдром, чтобы ему помогли встать. Ну ты видел такое, да? Да, видел. Один раз даже поезд остановили из-за этого. Человек упал, да? Нет. Да. Ну, правда, впоследствии оказался просто сильно подвыпившим. Так, вот это мусоросжигательный завод за этими красивыми деревьями. Это мэрия. Это здание мэрии. Чтобы мэр всегда мог нюхать, что там сжигают. Но судя по тому, насколько здесь безлюдно, здесь сейчас ничего не сжигают. И нас там могут даже не пустить. Но мы посмотрим. Это то, что они вырабатывают, да? Да. Так вот выглядит модненько завод. И мы сейчас попробуем куда-то попасть. Но судя по толпам людей, которые пришли сюда, здесь ничего не работает сегодня. Ну и что? И расскажи, как мы здесь оказались. Почему он не работает? Мы закрыты сегодня, потому что открыты они понедельник, пятница, а в выходные они закрыты. Сегодня, видимо, выходной. Значит, смотрите, это у нас мусоросжигательный завод. И у них на заднем фасаде есть туалеты. Но это не просто туалеты, это туалеты, где надо разуться. Значит, во-первых, у них очень странный график работы. С 8:15 до 5:15. Ты сюда заходишь, и здесь невероятно чисто, но здесь тебе нужно разуться. Там есть раздевалка еще какая-то. Здесь все такое супер чистое. Мы сейчас затестируем. Надеть тапочки. Маленькие. Такие вот маленькие тапочки. Вот так вот выглядит общественный туалет тут. Такая вот красота. Угу. А здесь еще есть раздевалка.
Непонятно зачем. Вот даже свет автоматически включился. Выяснились удивительные подробности. Оказывается, в туалете можно было не разуваться. Разуваться надо снять обувь с шипами. В общем, поскольку здесь находится у нас бейсбольное поле рядом, видимо, бейсболисты в своих ботинках могут нанести в этот чистейший японский туалет грязь. Поэтому им нужно разуваться. А остальным людям разуваться не нужно. Вокруг завода народ играет в теннис. Вот вокруг мусоросжигательного завода посадили какие-то красивые деревья, все благоустроили. Видимо, это должно подчеркивать экологичность данного заведения. Ага, стройка. А здесь у них вот такой есть микрофон, который замеряет уровень шума. Вот он, плохо видно. И здесь, как часто у них на стройках бывает, показано вот 59 децибел. Первое, вот что написано? Уровень шума. А это? Тряска земли. Тряска земли, она тоже видится? Вибрация земли, да. Ну, судя по тому, что вибрация у нас меняется, ну попрыгай. Кстати, больше стало. А, слушай, реально, ну-ка подожди. Работает. Подумав, что начинается землетрясение, вышел охранник. Он не ожидал, что какие-то странные люди, приехавшие из России, начнут топать и портить им статистику. Выяснили, что сегодня день вывоза сжигаемого мусора. То есть мусор, который они отвозят на свои электростанции, работающие на мусоре. Синяя сетка для мусора. Сюда в отведенный день можно выставить свои пакеты. 4 типа мусора у нас. Первый — это перерабатываемый. Второй — это сжигаемый. Третий — это не сжигаемый и крупногабаритный. А вот здесь эти сетки, где ты это оставляешь. Вот эти вот ящики обычно для бутылок и банок. Отдельно бутылки, отдельно банки. То есть все надо сортировать, мыть и оставлять? Да. Кошмар какой. Так, вот выбрасывают мусор. В этой сетке у нас пластиковые отходы. И в день пластика приедет грузовик, да? Да. И их, а при этом, смотри, бутылки отдельно, а эти упаковки отдельно. Чем вот это отличается от этого, эти два пакета? Это полиэтилена, а тут должны быть белые, по-моему, сейчас почитаю. Белые треи, белые подносы. Ага, а это? А это прозрачное должно быть. Их помыть надо, а это вообще чистые. Да, их надо мыть обязательно. То есть ты не можешь грязную бутылку себя выбросить? Да, ну, если ты просто воду пил, можешь просто не мой, а если там, если от сока нужно ее помыть. А это тоже надо мыть? Они моют лотки одноразовые из магазинов? Да. Смотрите, есть подробная инструкция, что делать. Например, от этой такой салфетницы нужно отрывать пленочку, которая там пластиковая есть, защитная. То есть нужно от пакетов из магазина нужно, я так понимаете, нитку да, вот эти ручки от пакетов тоже нужно отрывать. Бумажные так и быть сойдут. Чеки, факс, да. В общем, я понял, пока ты все это дело рассортируешь, у тебя все желание пропадет этот мусор выбрасывать. Необходимо даже ценники отрывать, то, что непозволительно. Так, первое. Первое, грязная бумажная упаковка. Грязную бумажную упаковку нельзя, что с ней делать? Это сорт разношерстного мусора. То, что бумагу необходимо отдельно. Так, в общем, смотри, если у тебя торт был в бумажной упаковке, она запачкалась, нельзя. Следующий. Это разная упаковочная бумага, да. От духов, от... ну они ламинированы, видимо, потому что да. Так, тоже нельзя. Так, факс. Факсовая бумага. Чеки нельзя. Грязные памперсы нельзя. Да, грязные памперсы. Бумажную посуду. Бумажную посуду. В общем, все сложно с ним. Конечно, удивительные люди на своих велосипедах. Где велодорожки? Чувак! Мы пришли в жилой комплекс, и здесь какая-то комната для мусора. Вот там вот мусорки что-то копают. Тут собирают одежду и полотенца. Одежду и полотенца? Да. Смотри, я вижу, еще коробки вот собрали. А вот человек принес картон. И у него этот картон забирают.
Вот так вот нежно. И пластик, да, он принес отдельно? Батарейку сюда, отдельно батарейку. Видите, маленькую батареечку он положил сюда. Это жилой комплекс у нас. Такое вот тут благоустройство. Такие вот тут многоэтажечки. Архитектура, конечно, у японцев в стиле видали мы и получше. Пожалуйста, не выкидывайте собачье говно. Не выкидывайте собачье говно? Куда? Вообще не выкидывать. Ну да, не похоже на мусор. Что написано? Место временного хранения, внешнего хранения. Это, наверное, с балконов. Потому что, видишь, у них идет реконструкция дома. У них идет реконструкция одного из домов. И все барахло с балкона они перенесли сюда. Тут написано, что обязательно номер квартиры подпишите. Ага. И вот он не подписан, вот, например. Вот, все, например. Да. И здесь подписан номер квартиры. Вот это из 1101 горшки принесли. А это из 604 вот это вот принесли. В общем, все барахло, что стояло на балконах, они аккуратно сложили здесь. А вот даже цветы, смотри. О, офигенно. Мы разгадали загадку. Дело раскрыто. Мы сейчас находимся в Аракава парке. Он построен был в 1974 году над очистными сооружениями. То есть были очистные сооружения, они их накрыли. В общем, все, что воняло, они накрыли и разбили офигенный парк, который вскоре попал в список 100 новых достопримечательностей Токио. В общем, классный парк, здесь много зон для детей, спортивные площадки, велодорожки, эти беговые дорожки. И самое главное, совершенно не пахнет, потому что все, что пахло, они накрыли. Кроме того, здесь есть вот большие эти бассейны уже с чистой водой. Сейчас мы их посмотрим. Те, которые не воняют. Вообще выглядит все крайне интересно. Сразу вспоминаю московский район Курьяново, который из-за вони от очистных сооружений, это их полей аэрации, там невозможно находиться. А здесь прямо среди жилого района вот эти вот очистные сооружения накрыты, и офигенный красивый парк. Есть чему поучиться у японцев. Это водоочистные сооружения. Вот в этой части находится, тут даже видно, что пруды, которые выделяют газ, чтобы газ не поступал наружу. Под землей вот это всякое говно плавает. Вот Да. Это плавает говно. Так. Оно закрыто. Чтобы пространство использовалось, сверху разбили пруд, парк, спортивные сооружения. Чуть дальше выше детская площадка. Ну вот, собственно, на крыше они разбили парк. Тут какие-то две своеобразные женщины. А вот у нас, собственно, вот эти вот очистные сооружения. Да. Здесь прямо вообще не пахнет. То есть это, видимо, уже чистая вода. А все, что грязное, она у них... Жалко не сделать какую-нибудь смотровую площадку, чтобы полюбоваться всей этой красотой. Везде какие-то странные скульптуры. Опять женщина с странными грудями. И два малыша. Да, ну видно то, что парк не новый. То есть ему сейчас 45 лет парку. Да, и тут у нас такой вот классный вид. Можно посмотреть на очистные сооружения с моста. Но здесь вода чистая. Это такие, уже очищенная вода. Пахнет просто бассейном. Они, видимо, хлорируют ее еще. Да, потому что хлоркой пахнет, ну или чем-то таким. Друзья, экстренный выпуск. Breaking news. На краю парка воняет все-таки говном. Чувствую такое родное Курьяново. Вот эти вот поля аэрации. Парк они сделали, не пахнет ничего. Пахнет, если принюхаться. Потому что здесь у нас на краю парка у нас закрытые такие баки. Видимо, где-то там дырочка. То есть я вот так, насколько я понял, эти вот закрытые баки, это там, где совсем говно. Вот по этим трубам метан отводится. Да, и вот эти трубы, они собирают метан, видимо... И прочие газы. Они потом как-то тоже используют. Но, в общем, это не важно. Важно то, что где-то у них там сифонят их газы, да. Потому что подпахивает. Не могу сказать, что сильно, но вот какой-то такой момент неприятный был. Сюда нельзя на велосипедах и байках. На велосипедах И нельзя. с собой нельзя собак и кошек брать. Еще и собак и кошек нельзя брать. Что вообще за тирания? Для тех, кто не умеет читать. Нельзя квадрокоптеры. Вообще радиоуправляемое ничего нельзя. Нельзя алкоголь. Нельзя палатки. Нельзя играть в мяч. Нельзя животных, велосипеды.
Да, и терьеров нельзя отдельно. Особенно терьеры. Особенно терьеров нельзя. Еще голубей, еще жуков с очки нельзя ловить. Еще нельзя на скейте кататься. Слушай, у них прямо здесь какая-то запрет на запрете. Да, здесь, кстати, интересно, куча велосипедов. И все одинаковые. Это электровелосипеды с детскими креслами. При этом, видите, у них на многих такие для 2 детей. Это вот электродвигатель у них там, это вот аккумулятор. Обычно вспомогательный двигатель. Нет, ну это я знаю, нет, он подкручивает, Да. то есть он не полностью сам едет, он стоит у тебя на этом, как называется, он тебе помогает крутить педали, но практически он едет сам. Так, кстати, количество запретов увеличивается с каждым разом. Нельзя уткам кататься на самокате, велосипеды еще раз нельзя, голубей еще раз нельзя, медведям пинать мяч. Это что? Брать растения Растения нельзя брать. Так, домой. А это? Увидеть животных мелких И животных нельзя ловить. Так, я боюсь идти дальше. Что нам запретят через следующие 5 метров? Что за японцы за люди? Обязательно надо все запретить. Нельзя разбивать телефон или что это? Нельзя ходить с телефоном. Нельзя ходить с телефоном. Это смартфонные зомби, то бишь. Ездить на велосипеде с телефоном. И отдельно нельзя просто ездить на велосипеде, и еще нельзя ездить на велосипеде с телефоном. Японцам надо проектировать какие-то концлагеря, тюрьмы. Какая сетка, как на зоне. Нельзя ничего делать. А он еще перечеркнутый человек, вообще жить нельзя здесь. Нет, Перелазить через забор нельзя, все. Это был, надеюсь, это был вообще последний запрет, мы уходим из этого парка.